2, 1. Наш мир полон чудес. И мы приготовили для вас еще одно чудо. Продолжение сезона «Орел и решка. Чудеса света». В новом сезоне мы объедем все континенты, чтобы увидеть 20 самых удивительных мест нашей планеты. Нас ждут бескрайние пустыни и необитаемые острова. Самые веселые праздники и самые страшные обычаи народов мира. Не надо, у него кровь! Таких чудес света вы еще не видели. Ой. Ну я же говорил, будет круто. Наслаждайтесь. Хочу все. Смотри, у тебя тоже кабриолет. Видел? Как тут круто. С премиальной картой MasterCard могу позволить себе все, что угодно. Любишь кататься, люби самочку возить. Всем привет! Это «Орел и решка. Чудеса света». И мы прилетели к самому высокому чуду Европы – Монблан. А почему мы в Женеве? Монблан же во Франции. Это самый ближайший аэропорт. Ты у меня такая умная. Орел? Решка. Это как вообще получается? Ну, фу ты, ну ты. Какой-то зеленый коридор. У меня прям карта все время выпадает. Это же... Да, держи Никогда рюкзак. такого не было, и вот опять. Ну, экая оказия. Что за коллизия ну жизненная? прям радость, прям праздную жизнь. В Западных Альпах, на границе Франции и Италии, находится наше чудо света. Самая высокая точка Западной Европы. Белоснежная гора Монблан. У подножья Монблана с французской стороны лежит поселок Шамани. Это люксовый курорт с горнолыжными трассами, дорогими бутиками, спа, мишленовскими ресторанами и роскошными шале. Здесь мы и проведем уикенд. Ну, бонжур, Монблан. Невероятно красиво. Господи! Я даже на такое не рассчитывала! Несмотря на то, что гора Монблан находится на границе Италии и Франции, чтобы на нее посмотреть, удобнее всего прилетать в Швейцарию, в аэропорт Женевы. Дело в том, что от Женевы до Шамани, где находится наше чудо света, всего лишь 80 километров. О, моя машина. Так как прилетели мы на очень дорогой курорт, в автомобильном рентале VIP-класса машин просто выбирай не хочу. Но так как я прилетела в горы, решила брать джип. Range Rover. Hello, it's me. Ой, как хорошо. Рассказать вам, да, какие ощущения в этой тачке? Ну, во-первых, у нас панорамная крыша, ребята. И это прям отдельный кайф. Я думала, впереди только такая функция. Сзади тоже есть. Я даже сначала не заметила, что это телевизор есть. А ну-ка. Мой представительский Range Rover стоит 180 тысяч евро. Но арендовать его на 2 дня с личным водителем стоит чуть дешевле – 2000 евро.
Турист, у которого нет 2000 евро на личное авто, может добраться из Женевы в Шамани 3 способами. Такси от 300 евро. Билет на поезд стоит 33 евро. Мажоры. И самый дешевый способ добраться – это автобус. Hi, can I buy a ticket to the bus? To Chamonix Mont Blanc. It's 28 euros. 28? But I read in the internet that it's 15. It's actually the same. So if you found that price online, Yeah? you should buy. Buy online. Okay, thank you. Ну вот, в интернете можно купить билет на автобус по самой низкой цене. Но для этого нужна карта. Есть у меня одна незаконная мысль. Чувствуете, куда швейцарский ветерочек дует? Как хорошо, что у меня отличная память. Как раз, чтобы запомнить 16 цифр безлимитной карты. Бухт! Фу. Что? У меня снялись деньги с карты, 15 евро за автобус. Ах ты мелкий. Алина, не брать. Бери, бери. Алло, Алло. как дела? А все хорошо. Да? Да. Представляешь, а я на автобусе вот еду за 15 евро. О, там серьезно, ты с по-богатому, и я на автобусе еду. А почему с моей карты за этот автобус снялось? Ой, во-первых, там не 15, а 14,99. Во-вторых, я все потом отдам. Это не по правилам вообще. Ты хотя бы спросил. Связь! Не, ну я правда отдам. Bonjour. Бонжур. Merci. 1,5 часа в комфортабельном автобусе по идеальным швейцаро-французским дорогам, и я у чуда света. Все, граница. Представляете, ну сколько тут прошло? И мы уже пересекаем границу и попадаем в другое государство. C'est le récit d'un amour intense quand la vie me prend de court et dans Очень красиво. j'ai pas envie que l'on nous dérange. Какие виды. Обычно приезжаешь куда-то в отель, допустим, и просишь номер с хорошим видом. Иногда даже доплачиваешь за это. А здесь, какое окошко ни посмотри, здесь все красиво. Водопад, ребята, просто водопад. Дорога в деревушку Шамани, где находится наше чудо, сама по себе чудо света. О, классный какой мост. Офигеть, просто, это что такое? Вот это Монблан? There, Mama. There, up. Oh, you see here? Yes, I see. Ой, мамочки, она гигантская, она просто огромная. Вот она, вершина Европы! Гора Монблан! Я думала, там будет вдалеке где-то гора стоять. Мы просто едем по дороге, и она в небо уходит. Ladies and gentlemen, we're right now in Chamonix. Ну вот мы и свиделись. Здравствуй, чудо света! Touche-moi, attends-moi, connais, aime-moi, je viens pour toi.
Шамани – это крохотная французская деревушка у подножья Монблана. Шамани, конечно, очень красивый курорт. Ты идешь по узким улочкам, одним глазом смотришь на причудливые домики, вторым на невероятные горные пейзажи. Так и окосеть можно от красоты. Но Шамани – это не просто поселок. Это самый старый в мире горнолыжный курорт. 250 лет назад один богатый швейцарец Орас Бенедикт де Сосюр приехал сюда. Увидел гору Монблан, обалдел и решил, что ее непременно нужно покорить. Но сам покорять побоялся и пообещал крупное вознаграждение тому, кто заберется на вершину. После 11 лет неудач двое безумцев таки покорили Монблан. Неудивительно, что альпинизм зародился именно в Шамани. А вот и его отцы-основатели. Знакомьтесь, Орас Бенедикт де Сосюр и Жак Бальма. Первое и до сих пор действующее агентство горных гидов появилось именно в Шамани. Неудивительно, что здесь есть своя стена почета. Вот, например, вот та девушка в окне – это первая женщина, покорившая Монблан в 1808 году, Мари Паради. А вот на нижнем балкончике второй мужчина справа с рюкзаком, как и я, это Рене Кларе Турнье, гид, рекордсмен. У него есть рекорд. Он 530 раз покорил Монблан. Зачем он так часто туда ходил? Может, наушники обронил и искал, или монетку кинул, чтобы вернуться. Thank you. Монблан настолько большая гора, что когда ты приезжаешь в Шамани, 100% ее увидишь. Но то, что я вам сейчас покажу, доступно только богачу. Приберегите, и пить это сейчас будет так красиво. Hello. Здравствуйте, меня зовут Алина. Рада знакомству. Я Сара. Добро пожаловать в Шамани. Спасибо, Сара. Ну что, я готова к чуду. Наша компания XC Шамани может организовать любое развлечение для VIP-туриста. Если вы пожелаете полетать над Монбланом, мы организуем вам самый большой вертолетный тур за 1200 евро. Вы пролетите над ледниками Аржантьер и Мер-де-Глас. И потом облетите верхушку горы Монблан. И если повезет с погодой, даже приземлитесь на нее. Кстати, вести вас будет лучший пилот Франции. Ну что, пойдем? пропадают все слова описания. Это же просто фантастика. На пути к Монблану видишь немыслимые красоты, тысячелетние ледники и величественные заснеженные вершины. Тут даже сердечко не дзынь, тут дин-дин-дон. Все колокола в моем сердце сейчас звучат. Это просто... Альпы славятся своими острыми скалистыми пиками. Это какая-то гигантская пила, которая, кажется, сейчас тебя перепилит. Страшно, прям страшно. Так близко. У меня шок. Ой, если честно, мне первый раз страшно даже стало за все время, что я летаю на вертолетах. Ай!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же это красиво. Мы прям между пиков пролетаем. Прям перед нами просто огромный пик горы. It's Mont Blanc? Yes, you are reaching the summit of Mont Blanc. Это пик Монблана. Ты просто... Я просто не могу. У меня по ногам сейчас бегают огромные мурашки. Вы понимаете, куда мы сейчас забрались? Мы на крыше Европы! Мы взяли Монблан, ребята! Монблан означает «белая гора», потому что 365 дней в году она носит шапку из толстого льда и снега. Want us to open the door? Open the door now? Yes, you want? О май гаш. Подождите. Подождите. Ай-яй-яй. О боже мой, я не готов. It's the Mont Blanc. Все. Потрогаем его. Дашка, трогаем Монблан. Господи, сейчас заплачу. Я в шоке просто, я в шоке. Пик Монблана под моими ногами. Мы же прям садимся. Мамочки. Мы сели здесь, серьезно. Мы сели здесь. Господи. Я тут на такое не рассчитывала. I love you, Паскаль. I love you. После этого мы должны пожениться. Красиво. Очень красиво, честное слово. Я не знаю, как вам передать. Пожалуйста, почувствуйте, как это красиво. Это просто... Я не знаю, с чем это сравнить. Это круче, чем сметанник моей мамы. Это круче, чем, прыгнуть в океан с разбегу. Это что-то другое. Это просто какой-то... Я не знаю. Одна из лучших картинок в моей жизни. Короче, это чудо света. Просто двух словах. Чудо света. Мой вертолет не только для развлечения туристов. Если вдруг в горах случается чрезвычайная ситуация, он вылетает их спасать. Поэтому на обратном пути мой пилот решил показать, как он летает во время спасательной операции. Мы переворачиваемся, ребята! Блин, это какой-то множественный оргазм вообще. Я не знаю, это почти как первый поцелуй с горой Монблан. Шамани – это не просто горнолыжная деревня. Это любимый курорт с жиру бесящихся миллионеров, политиков, спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Вместе с соседним Куршавелем это зимняя дача всех Абрамовичей, Бекхэмов, Леонардо Ди Каприо и Квентинов Тарантино. Ну а какие гости? Такие цены. Улицы состоят сплошь из брендовых бутиков, где продаются куртки по 1500 евро. И кольца по 4000 евро.
Шамани – это как сейф с деньгами, надежно припрятанный в горах. Вы только посмотрите на все эти бутики. Ральф Лорен, Шанель, Монклер. И все это стоит баснословных деньжищ. Я-то со своей соткой попал. В Шамани не любят бедняков. И чтобы они сюда не приезжали, здесь на все взвинчивают цены выше Монблана. Даже домик в этой деревне стоит космических денег. Вот, пожалуйста, шале за 1 400 000 евро, 1 060 000, 4 750 000 евро. Если бы у меня бабушка жила в такой деревне, я бы ездил к ней на лето чаще и старался бы быть самым любимым внуком. Самый дешевый номер в старом отеле в Шамани стоит 75 евро. А обед в средненьком ресторане от 30 евро. 18,50, 19,90, 25 евро за антрекот. Похоже, поесть мне тут не светит, цены тут капец не манифик. И я знаю, что чем выше в горы, тем выше цена. Так что надо запастись провизией в каком-нибудь маркете. Если у туриста нет 30 евро на обед, ему одна дорога – в супермаркет. В супермаркетах Шамани стоят холодильники, где лежат товары, у которых скоро заканчивается срок годности. И на них тут скидка не 5, не 10, а 30%. И всего на 3 евро можно купить сэндвич с курицей, малиновый напиток и багет. Этим я позавтракаю, пообедаю и поужинаю. У подножья самой высокой горы Европы для богатых туристов придумали кучу дорогих развлечений. На Монблан можно посмотреть с разных сторон, но я считаю, раз у меня есть возможности, то сделаю это с самой дорогой смотровой площадки в Альпах. Я заприметила ее еще когда летела на вертолете. На скалистом пике высотой 3842 метра стоит странная конструкция, похожая на ракету. Это самая высокая смотровая площадка в мире – Aiguille du Midi. Вход на смотровую не по билетам, а по лыжным абонементам с кипасом, которые нужны для подъемников. Сдувает, ветром сдувает. Вот этот я называю красивыми фотообоями. Прям бери, фотографируй, в зал вешай. Смотровая Aiguille du Midi – уникальное место. Отсюда видны одновременно итальянские, французские и швейцарские Альпы. А еще это самая близкая точка к Монблану, куда может забраться обычный турист. Альпинисты раньше ходили месяцами, неделями, рисковали жизнью, а сейчас ты можешь просто приехать в Шамани, подняться наверх на подъемничке и, пожалуйста, вдыхай всю эту красоту, наслаждайся, удивляйся. Холодное сердце земли. У меня ощущение, что я режиссер голливудского кино. У нового Samsung Galaxy S20 Ultra такие возможности, что можно снимать потрясающие панорамы. Видео 8К разрешения, качество просто космос. Каждый год в Шамани приезжают 5 миллионов туристов. И все ради одного. Идеальных горнолыжных трасс. В Шамани обустроено 100 первоклассных лыжных маршрутов общей длиной 150 километров. Именно на этих склонах проходили первые в истории зимние Олимпийские игры. Но для пропуска в этот волшебный мир нужен скипас.
Скипас – это виза в мир горнолыжного спорта. Абонемент на все подъемники, которые поднимают тебя на вершину горы, чтобы ты красиво спустился на лыжах вниз. Без скипаса, приезд сюда просто бессмысленен. Скипас можно купить в любом вот таком туристическом центре и практически в любом отеле. Купить Mont Blanc Unlimited. Сколько? 67 евро. Это практически весь мой бюджет. И ведь это еще далеко не все. Чтобы кататься, нужны горнолыжный костюм и снаряжение. Аренда всего этого снаряжения превышает весь мой бюджет. Можно, конечно, обойтись минимумом. Но даже это, с учетом скипаса, я не могу себе позволить. Кажется, что в Шамани из бесплатного только воздух, мокрый снег и понудеть. Еда, снаряжение, скипас, проживание дорогущие. Но я нагуглил себе Эльдорадо. Слушайте совет, как выбирать хостел в Шамани. Нужно брать не самый дешевый, а тот, где туристам дают больше всего бонусов. Когда покупаешь койко-место, получаешь скидки на скипас, транспорт, аренду снаряжения, бесплатные напитки в кафетериях и даже бесплатные экскурсии. На этом можно нехило сэкономить. Я выбрал как раз такой хостел. Auberge du Jeunesse за 50 евро. За эти 50 евро ты получаешь койку с завтраком, бесплатный проезд на общественном транспорте и, самое главное, ски-пас, который сам по себе стоит 67 евро. С этим скипасом турист может целый день бесплатно ездить на подъемниках, может подняться на смотровую Aiguille du Midi, покататься на горном трамвае du Mont Blanc и съездить на поезде Монтенвер на ледник Mer de Glace. Все это вместе стоило бы почти 200 евро, а мне это все досталось бесплатно в качестве бонуса в хостеле. И после этого не говорите, что Орел и Решка не дает ценных советов. Не лайфхак, а лайфхакище. Yeah, the hate, the grind, the sweat, the blood, the time, my motivation. I work too hard, too long, and not be in the conversation. Keep it going, high sight, don't focus on what's hindsight. Sleeping on me, tell them night, night, it's my time in a bright light. Don't ever pay no mind and keep it pushing, don't ever give them a sound. Nigga, let me when you shot it, but you down. Ой-ой-ой, у меня же скипас всего на один день, надо срочно заселяться. Так, книги, камин. Вон парень читает еще книги. Понятная библиотека. О, бесплатный Wi-Fi. Зачем тогда тут книги? Так, бильярд, пианино, потрепанные рокеры, кикер, закрытый бар, диваны. Это игровая зона. Шесть коек, мягкие. Чтобы не замерзнуть, обогреватель. И 5 соседей, чтобы освежиться, кондиционер. Работает. Прокат снаряжения. О, прокат снаряжения. Hi. Sorry. Do you have ski for rent? Yes. Yeah. The cheapest one. Yeah, for 13 for one day. 13? Yes. Fantastic. Yeah, I'll bring it. Прикиньте, 13. В обычных ренталах в Шамани 40, тут 13, на 27 меньше. Right. I will take it, yeah. Yes, you can try this one. Yeah. And is it legal here to ski without helmet? Yes, it's just for you, for your own protection. Okay, can I take helmet? How much for helmet? €3 for one day. 3 euros. Maybe 2. €2? Yeah. Okay. Thank you. В итоге, всего за 15 евро в моем хостеле можно арендовать и лыжи, и ботинки, и горнолыжные палки, и даже шлем. Воспользуюсь ими позже, а сейчас у меня другие планы. Так, гаджеты, квадрокоптеры. Какой же он был? Цвет белый. Конечно же, с камерой. Производитель вроде этот. Оно как-то само, я его даже не трогал.
Ты, главное, не переживай, я уже заказал на e-каталоге новый по выгодной цене. Как раз заберу, когда мы приедем. Первым делом я решил воспользоваться бонусами своего скипаса и отправиться в бесплатное путешествие. В царство вечного льда на ледник Mer de Glace. Повезло, что ледник находится всего в часе езды от моего хостела. Вернусь с ледника, возьму лыжи и поеду кататься. На ледник везет сначала автобус, а потом специальный горный поезд Монтенвер. Поездка на ледник стоит 34 евро, но для меня бесплатно, ведь у меня есть всемогущий, к чудесам везущий, евроберегущий скипас. Да на этом поезде стоит проехаться только ради того, чтобы вблизи увидеть вот эти чудеса дивные. Вот и он, самый большой ледник во французских Альпах. Вот отсюда, вблизи, понимаешь, почему этот ледник называют море льда. Но я бы даже сказал, что это река. Вон оно русло, и вот течение реки. Обидно, но то, что мы видим сегодня, в 2020 году, это лишь 10-я часть, которая осталась от ледника. Смотрите, каким он был, когда на него взошли первопроходцы. Из-за глобального потепления ледник тает. Каждый год толщина льда уменьшается на 10 метров. Только представьте, что еще 100 лет назад ледник был на уровне середины вот этой белой скалы, а 200 лет на уровне верхушек вот тех деревьев. Чтобы спуститься к леднику, нужно проехаться вниз на канатной дороге. С моим скипасом это бесплатно. А потом еще спуститься по лестнице. За 10 лет вот отсюда, вон туда. Вот я и на леднике. И несмотря на все это грустное зрелище, благодаря таянию льда появилось еще одно чудо. Ледяной грот. Французы не растерялись и сделали из него достопримечательность. Настоящая зимняя сказка. Невероятно красиво. Пещера будто бы светится изнутри. Она словно состоит из стекла. Конечно, все это похоже на дворец Снежной Королевы. Представляете? Из-за того, что ледник Mer de Glace постоянно сползает вниз, каждый год эту ледяную пещеру нужно вырубать заново. Вот так вот люди абсолютно бессознательно способствуют расширению пещеры и таянию ледника. Так что вот так вот не делайте. Скипас – это, конечно, чудесный пропуск в мир фуникулеров, старинных поездов и живописных ледников. Но вот сейчас я не очень рад, что он у меня есть. Ведь мне придется в первый раз в жизни встать на горные лыжи. Хорошо, хоть каска классная. Я вернулся в хостел, взял свое снаряжение и помчал к подъемникам. С моим скипасом они бесплатные. В итоге, чтобы покататься, я потратил всего 15 евро. Остальные туристы тратят минимум 85 евро.
Олеж, помоги, пожалуйста. Спасибо, Олеж. Есть. А вторую как? Все, стоишь, смотри. Смотрю. Ну, Не защелкивается. Давлю. Е! Ай. Поехали! Ух, прокачу! Как это все работает? Зараза, там люди! Ладно, себя погубить, но люди! Ёпрст! Но, в принципе, я все понял. Про лыжи я все понял. Ну какое же чудо без катания с горы! На курорте люди делятся на два типа. Либо ты лыжник, либо ты сноубордист. Как видите, я отношусь ко второму клану. Халк! Всё. Ну все, хватит дурить, хватит радовать вас. Поехали по-серьезному. Как это остановить? Как остановить эту машину смерти? Страшно. Еду. Там дом. Тормози, тварь. Тормози, тварь. Что делать? Да, я еду от страха, Олег. У меня получается от страха. Куда ехать? Хочу на пенсию. Офигеть. Это было хорошо. Мы уже у спуска, надеюсь? Стоп, окей. Вот полицейский позади меня начинает меня подгонять. Трасса закрытая, я на ней последний. We'll go. No. 2 hours for you to go down. 2 hours. You're a beginner. I will be slowly, slowly. No. Engine, the rat track, come now. Yeah? Slope close at 5 o'clock. Yeah, but it's my first time. My first time. Yes, but your first time. No, take off your skin. Yeah. Ну, классно. Покатался. Вон что-то шипещет свою камеру, свою рацию. Да шамани, пожалуйста. Сначала, честно, я прям безумно расстроился. А сейчас подумал, сюда тысячи людей приезжают, платят огромные деньжищи, чтобы, как все, скатиться с горы на лыжах или сноуборде. А я вхожу в число в десяток, которые едут рядом с Монбланом на снегоходе. Отлично покатались. Обалдеть. А глазами этого не видно. Олеж, видишь лыжника? А вот так. А пейзаж какой? Так, это уже личное.
Самые богатые туристы в Шамани останавливаются не в отелях. Они забираются высоко, на склоны гор, и снимают традиционное альпийское жилье – шале. Я выбрала шале Amazon Creek. Thank you. Ну что, мой скромный дом, идем смотреть. Маленький спойлер. Мое шале сдается минимум на неделю, и стоит это 26 тысяч евро. Пум! Сейчас многие упали с дивана, особенно моя бабушка, я понимаю. Но так навскидку, 1 минута здесь стоит 2,5 евро. Круто, да? Идем, а то я уже тут на 5 евро наговорила. Ой, люблю шале за то, что прям такой запах дерева пряный. Ванная. Класс! Тут все в таком деревянном каркасе. Не пойму, как дерево не разбухает от воды, но выглядит это очень красиво. Шале в переводе с французского означает «приют пастуха». Но сейчас шале – это не грязные деревянные сараи для овец, а огромные модные дачи для богачей. О, здесь на 2-м этаже поинтереснее. Стол, как деревянные сани. Это и есть сани. Красота! Ой, а вот и мое гнездышко. Ах. С видом на горы. Что, вы думаете, это все? За 26 тысяч евро? Нет, ребята, это не все. Та-дам! Джакузи. Хамам. Полноценная кухня. А еще у меня есть кинотеатр. Квадроцикл. Даже такое есть. Какая красота! Вот это вид! Теперь понятно стало, да? Почему так дорого стоит это шале? C'est le récit d'un amour intense, quand la vie me prend de court et danse. Image fixée, reflet inaudible. Je mets des lunettes dans ton automobile. Ferme les yeux, dis-moi pourquoi t'es triste. Et sur ces puces, forme la cause de notre Хороших вам снов. Вот таких. Вот что дают на завтрак в моем хостеле за 50 евро. То есть почти ничего. Вот там, ну, еще есть еда. Салатики всякие, вон оливьешку вижу, но это дополнительные 9 евро на ланч с собой. Мажоры. Доброе утро. Ой, как красиво. Класс! Сказка!
Ребята, чтобы прочувствовать весь кайф путешествий, нужно быть физически подготовленным. Тренажер с собой не будешь возить, да и дома часто его некуда поставить. Но есть компактные вещи, которые очень помогут в этом деле. И все это можно найти на Е-каталоге. Достаточно зайти в рубрику «Спорт». И здесь вам и утяжелители, и резинки, и скакалки, и много чего другого. Можно в одном месте посмотреть все товары, сравнить цены и выбрать лучшее предложение. Пользуйтесь. Действие моего скипаса закончилось, так что по горам уже не покататься. В кармане 19 евро, из которых 15 нужно отдать Алине. Остается всего 4 евро на целый день в дорогущем Шамани. Да, но выход из этой провальной ситуации есть. Берем в туристическом центре буклет с афишей ближайших мероприятий и ищем бесплатное. О, час 30. Карнавал на тему Средневековья. И главное, вход свободный. Отлично. Карнавал проходит в соседней деревушке Лес-Уш. Из Шамани идти до нее аж 1,5 часа. Но выбора у меня нет. А пока Антон топает на деревенский карнавал, я расскажу, на что еще богатый турист может потратить деньги на курорте у подножья Монблана. Он может сделать фотку в стеклянном кубе на высоте 3842 метра. Ну это стрёмно, ребят, когда под тобой пропасть абсолютная. После богач может пообедать в самом высоком в Альпах ресторане. Ле Панорамик. Потом спуститься с него на параплане за 120 евро. И дальше пойти в спа Кьюце Терме и погреть косточки в термальных источниках за 56 евро. О, бонусы как раз кстати. Я уже и подарок себе подобрала. Потом обменяю в программе вознаграждений MasterCard. А это, простите, что? Я ожидал карнавал побольше. Ну, повыше. Карнавал в Лезуш оказался детским деревенским праздником. Классно, что нас тут двое взрослых городских сумасшедших. Это еще не вся часть карнавала. А сейчас самая любимая часть всех средневековых рыцарей и бюджетных туристов. Карнавальное пиршество. Бесплатное. Конский аппетит. Смотрите, какая милая традиция. Родители накрыли детям сладкий стол. Каждый принес то, что приготовил. Поесть бесплатно на празднике в маленькой деревушке – прекрасно. Поесть за счет детей – бесценно. А мне не стыдно, нисколько не стыдно. Ваши родители меня уже второй день оббирают.
Пока Антон объедает детей, я пошла объедать дорогой ресторан. Ужинать я сегодня буду в ресторане «Флакон де Сель». А выбрала я его не просто так, а из-за целых 3 звезд Мишлен. Oh, hello. My name is Alina. Nice to meet you. Your chef. Yes. Гостя в мишленовском ресторане встречает не официант, а лично шеф-повар Эммануэль Рено. I want some special. It's a popular restaurant. Okay, and I prepare a few things for you. Okay. В ресторане «Флакон де Сель» подают блюда авторской кухни, которые придумал Эммануэль. Благодаря его оригинальным блюдам ресторан получил максимальное количество звезд Мишлен – целых 3. Таких во всем мире только 130 ресторанов. На закуску шеф приготовил для вас его фирменный тыквенно-ореховый тарт и крутоны на еловой подушке. Так, ребята, не спешим с выводами. Я понимаю, если бы мой папа сейчас здесь оказался, он бы минут 15 хохотал, что ему принесли 2 кусочка хлеба на елке. Но рестораны Мишлен, они тем и отличаются, что маленькие порции, очень изысканные сочетания вкусов, необычные совершенно сочетания. Такая греночка, внутри как будто бы варенье. Чувствуется привкус елки во рту. Мякоть хлеба начиняют вареньем из еловых шишек и черники, а потом подсушивают. Дальше мне принесли сырые шампиньоны с какой-то желтоватой сметаной. Это пенка из кофе. Кофейная пенка, которая лежит на слайсах из грибов. Вот это они, конечно, придумали. И здесь есть еще желток. Он внизу. Видимо, нужно все между собой перемешать. Блюдо, которое заставляет тебя думать. Да. Такого бы я нигде не попробовала. А это хит нашего ресторана. Неизменное блюдо в меню вот уже 19 лет. Пирог из щуки и морского черта. Это вообще не похоже на рыбу. Это скорее какое-то суфле или высокий омлет. 19 лет, говорите? Мне кажется, иногда, когда люди платят большие деньги и знают, что это супер-супер-супер блюдо, им потом неловко сказать, что что-то не так. А теперь о ценах. Такой ужин в мишленовском ресторане мне обошелся в 8500 гривен. Знаете, как у нашего человека? Хороший ресторан, это когда ты приходишь, там порции большие такие, ты прям наелся. Здесь про другое. Здесь экспириенс. Ты смакуешь. Вот эти вот все нотки вкуса пытаешься уловить. Ой, оно все вкусненькое. Конечно, когда у тебя нет ни одного евро в кармане, остается только заглядывать людям в рот. Хорошо, что сегодня в Шимани, на улице Шарле-Стартон, в 9 вечера показывают бесплатное огненное шоу. Можно хоть как-то отвлечься от голода, но и погреться заодно. Самое прикольное фаер-шоу, почему оно всегда собирает кучу публики, ты подсознательно думаешь, что кто-нибудь из артистов нечаянно себя подожжет. Это крутое шоу.
Как же приятно журчит река. Практически так же приятно, как и шелестят 100 баксов для вас. Клад от Орла и Решки ищите у подножия горы Монблан в городке Шамани. На набережной Вьё-Мулён возле мостика растет густой куст. Бутылка со $100 спрятана в нем. Гора Монблан похожа на снежную королеву в белой шубе, ледяной короне, смотрит на всех свысока. Она в небо уходит. Кажется, только избранные могут к ней подступиться. Я в шоке просто, я в шоке! Пик Монблана под моими ногами! Ой, мамочки! Но так только кажется. Даже со $100 можно растопить ледяное сердце Белой горы. И развлечься в ее царстве миллионеров. Почти как миллионер. Мажоры. Мажоры. Я еду от страха, Олег. Про лыжи я все понял. Едут рядом с Монбланом на снегоходе. Вот так вот не делайте. Ваши родители меня уже второй день оббирают. Ух, слова! Чудо света! Антоша, привет! Ой, привет. Слушай, я видела чудо света, я практически стояла вот еще 10 сантиметров и дотронулась бы ногой к Монблану, понимаешь? 4810 минус 1900. Короче, я был тоже где-то рядом там. Кстати, о цифрах. Ты мне задолжал 15 евро. Кажется, на автобус списывал с моей карты, да? Слушай, Давай 15 назад. евро. Богатые деньги не считают. Ну что за Да-да-да. скряга, ханжа, Нифига, жадюга. Антош, просто в 12 все превратится в тыкву, и с меня спишут эти 15 евро. Я же знаю. Все, да? В счастье, не в деньгах, а в чудесах. Следующее чудо света – Италия, апельсиновая битва. Подожди, ребят, увидимся. Прям в лицо будут кидать? Ну, возможно, равномерно распределиться по всей Я поверхности не хочу. тела. А там будет что-то интересное, кроме этого?